Отдать 3000 евро за неделю в Турции и полностью разочароваться – это кошмар любого туриста. Я приехала в отель Свандор в городе Кемер, и у меня к нему ровно один вопрос. Что на самом деле нам продают за эти деньги? Отдых, который наполняет, перезагружает, или просто красивую шумную неделю, после которой ты вернешься таким же выжатым, как и приехал? Давайте разбираться. Всем привет, меня зовут Таня, и я живу в Турции. Недавно мне захотелось провести небольшой эксперимент и увидеть, как отдыхают люди в турецких отелях. Поэтому я сама купила номер, приехала сюда и увидела все глазами обычного гостя. Ну, как вы понимаете, я уже заплатила, заселилась, ключ у меня в руке. Ну и давайте посмотрим. Сразу поговорим о том, что можно решить еще на этапе оплаты. Перед поездкой я прочитала отзывы и увидела волну негатива. Люди жалуются на эко-номера, рассчитывают заселиться в классный обновленный комфорт, а их каким-то случайным образом селят в старый корпус с хужим ремонтом. Отсюда, конечно же, обиды, испорченный отпуск, люди чувствуют себя обманутыми. Но на самом деле это не обман, просто в отеле изначально есть разные категории комнат. Поэтому советую вам заранее, еще до оплаты, четко проговорить этот момент со своим турагентом. Я жила в номере категории комфорт. Как вы понимаете, это новый корпус после реновации. Достаточно чисто, аккуратно, без обмана, без ощущения, что меня развели. Ванная тоже понравилась, хорошая сантехника, хороший свет. Приятный вид с балкона на зеленую территорию. Но тут же есть такая деталь, которая немного сбивает ощущение дорогого отдыха. Пластиковые стулья и столик на балконе. На фоне цены и общего масштаба они смотрятся как-то простовато. То есть нету такого, что вау, я хочу здесь пофоткаться, хочу здесь вот прям быть и наслаждаться. То есть мне хочется положить вещи и уйти куда-нибудь на природу. Оставаться долго в этом номере не хочется. Если вы едете ради пляжа, детей, бассейнов, вечерние программы, то номер полностью выполняет свои функции. Но если вы человек, для которого отельный номер – это часть контента или часть удовольствия, если вы эстет, которому важны предметы интерьера, детали, ткани, то этот номер покажется вам уж слишком простым. Есть один очень простой способ понять, пытается ли отель сэкономить на госте. Достаточно просто подойти к бару и заказать коктейль. Я алкоголь почти не пью, но для обзора решила провести этот тест на себе. Заказала коктейль, сделала несколько глотков, ну и поняла, что на баре не схалтурили. Коктейль получился вкусным, с нормальным балансом ингредиентов и без неприятного ощущения разбавленной жижи. А вот, кстати, и та часть импортных брендов, которые я увидела на баре. Надеюсь, это как-то поможет вам сформировать более полную картину. Пока что самая большая активность в этом отеле – это еда, выпивка, десерты, мороженое. И ты с утра до вечера просто то и делаешь, что набиваешь свои животы. Теперь еда. Скажу честно, она здесь не про гастрономические эмоции, просто про базовый комфорт. Голодными вы здесь точно не останетесь, так как выбор большой и каждый найдет себе что-нибудь по вкусу. Из того, что брала я в свою тарелку, то в основном все было нормально, но некоторые позиции меня прямо-таки расстроили. Например, рыба скумбрия в моей тарелке была суховата, и некоторое мясо тоже. А чечевичный суп чорба так вообще поверг меня в шок. Это преступление. Это преступление против чорбы. Это если ты никогда не был в Турции и приехал сюда и хочешь попробовать национальную кухню, то ты ее сразу возненавидишь. Чтобы вы понимали, чечевичный суп чорба, который я взяла, это не просто суп, это традиционная турецкая кухня. И живя в Турции, я перепробовала их штук 100 и знаю, что турецкий народ умеет его готовить. В какую бы кафешку ты здесь не пришел, если ты не знаешь, что заказать, просто закажи этот супчик, и ты точно не прогадаешь, потому что в основном он вкусный.
Вот мы и добрались до самой привлекательной стойки на всей кухне. Сладости. Их здесь огромное количество, на любой вкус, но отдельно я хочу выделить пахлаву. Обязательно попробуйте, так как здесь она очень вкусная. А теперь главная особенность, которую вы почувствуете всем телом. Свандор – это большой шумный муравейник. Здесь почти везде люди, музыка, движение. Ну что, нам открывается такая чудесная зона на очень большой бассейн. Их здесь 2, и мы видим здесь миллион лежаков. На минуточку, мы обошли целый круг. Мы не смогли найти себе лежак, все занято. О, кажется, я вижу. Единственные 2 места свободных. В высокий сезон лежаки заняты, у баров на пляже выстраиваются очереди, на шведском столе толпа. Поэтому, если вы не против такой активности, когда много людей и все кипит, то, наверное, это вас восполнит. Но если вы приехали спрятаться с книжкой под шум прибоя, то спрятаться будет негде. Я не знаю, чем себя здесь занять. По приезду я сразу начала искать, чем же мне здесь можно заняться. Но, к сожалению, первое время никакой заметной компании, которая во что-то играет, я не заметила, и мне даже показалось, что такого в этом отеле в принципе нет. Мы увидели одну активность – волейбол. Давайте пойдем посмотрим вообще в целом, сколько там людей играет, насколько там весело. Я не умею играть в волейбол, скорее всего, я не буду в него играть, но в целом давайте просто я вам покажу, чтобы вы понимали, есть ли тут активности для вас. А еще позже заметила инфоборд с целым расписанием занятий. Здесь молодежь играет в водное поло. Тоже круто. Покажем концертную зону, где вечером можно прийти, выпить бокальчик игристого и послушать классную музыку. Ну, мы так думаем, мы сегодня обязательно это проверим. Вот сейчас репетиция концертной программы. А это говорит о том, что 100% будет сегодня что-то интересное. Вот здесь мы можем взять, я так понимаю, кальян в резерв. Вечерняя программа здесь заслуживает отдельного внимания, поэтому к ней мы еще вернемся в конце обзора. Пляж – одно из лучших мест в отеле. Широкий, чистый, галечный. Мне понравилось, что есть мусорки почти у каждого шезлонга. Их постоянно убирают, за чистотой, правда, следят. Мы сейчас идем на пляж, и меня удивляет опять же таки чистота, деревья. Здесь куча детей, красивое море, вид здесь восхитительный. Есть своя раздевалка прямо у пляжа. Есть большой пирс с барами, шезлонгами, прозрачная вода, очень чистая, и отель окружен со всех сторон горами. Это очень красиво. Поскольку семьи с детьми – это главная аудитория отеля, покажу вам и детскую зону отдельно. Я хоть и не имею детей, но понимаю, что вам это важно. Я попала в детский клуб Рина. Хочу отметить, что он достаточно просторный, светлый и разделен на множество тематических комнат. Внутри есть всякие зоны с матами, горками, мягкими игрушками и так далее. И я увидела, что за детками присматривают воспитатели. Также на территории отеля деток развлекают аниматоры. Они приходят в определенные часы и проводят для них разные интерактивные игры. Вот это бассейн для детей. И это очень хорошо, потому что детки плавают отдельно от взрослых, а взрослые в больших бассейнах вот там рядом.
Хотя детский клуб и великолепен, и там есть детское питание, концепция отеля все же не подойдет для маленьких детей до 3 лет. Пляж, каменистая крупная галька, ножкам ребенка, наверное, будет неприятно. Но главное даже не это, а басы от ночных дискотек. И если вам нужно уложить ребенка, допустим, в 9 вечера, то у вас просто не получится, потому что слишком шумно. Также на территории отеля есть аквапарк. Расположен в задней части территории отеля рядом с 8-м корпусом. Для катания на горках предусмотрены большие ватрушки, на которых могут поместиться сразу несколько человек. Работает он не постоянно, а в определенные часы, но это даже хорошо, ведь он находится рядом с жилым корпусом, и если бы он работал постоянно, то определенно жителям бы не понравился вечный шум от этих горок. Иду смотреть на ночную жизнь с Вандора, на концерты, возможно, потанцуем, возможно, выпью бокальчик вина. Не знаю, посмотрим, пойдемте вместе со мной. Вечером я попала на полноценное шоу. Была музыка, певцы, воздушные гимнасты. И смотрелось это не просто как концерт, а целая программа с разными номерами и собранная в единое представление. Правда, уровень оказался очень достойный. Итак, давайте зафиналим это видео и поймем, кому брать, а кому бежать. Да, хочется сказать, что отель сам по себе классный. Он красивый, он очень эстетичный. Здесь чисто, красивая природа. Этот отель определенно вам понравится, если вы сюда едете с семьей, у вас есть дети. И ваша цель это просто полежать, почилить, отдохнуть, позагорать на солнышке, поплавать в море. И если вы не хотите обременять себя какими-то дополнительными активностями. Но если вы активная молодая девчонка, либо парень, и вам бы хотелось изо дня в день, целую неделю еще чем-то заниматься, там пойти в теннис поиграть, гольфом заняться, возможно, рисованием или еще какими-то дополнительными увлечениями и хобби, то, скорее всего, вам здесь будет скучно. Свандор – это не отель для уединения. Он не про тонкую эстетику и не про то, что там нет ничего лишнего. Это большой, живой, шумный и удобный all-inclusive. Он идеально подойдет тем, кто хочет все и сразу. Море, еду, детей занять, вечером потанцевать, днем лежать и ни о чем не думать. Если это ваш запрос, вам сюда. Но если вы хотите замедлиться, выдохнуть, спрятаться от людей, почувствовать тишину и какую-то камерность, я бы выбирала другой формат. Если вы уже отдыхали в этом отеле, напишите в комментариях свой отзыв. Думаю, многим людям, кто застрял в муках выбора, будет интересно почитать. А также поделитесь своим мнением. Вам нравится такой отдых или вы за более уединенный формат? С вами была Таня. Сохраняйте это видео, если выбираете тур, кидайте другу, с которым собираетесь ехать. И до новых встреч!